Всем привет! Еще около 1,5 года назад я приобрел себе пылесос аккумуляторный Digital Slim. Почему Dyson? Потому что изначально это был разработчик, и мне казалось, что техника от Dyson это как бы эталон. То есть на него должны равняться все остальные производители, потому как это изобретатель, собственно, данного пылесоса, циклонного фильтра, и поэтому было решено приобрести данный пылесос, плюс цена на него была, в общем-то, отличная на тот момент. Я даже начал снимать распаковку, но выйдет она вторым видео, а первым выйдет процесс чистки, с которым вы по-любому столкнетесь, используя данный пылесос. Хочу сказать, использую его и в хвост, и в гриву. Он используется вместо обычного пылесоса, то есть обычный пылесос не достается. Этого пылесоса вполне достаточно для ежедневной уборки. Через день, раз в неделю, кто как это все дело убирает. Попробуем сначала оценить износ деталей, а далее разберем процесс чистки, если у кого-то вдруг с этим возникают вопросы. Щелевая насадка. Ее степень износа вы видите, в общем-то немножечко так поцарапалась, но никак это все дело не сказывается на самой уборке. Как видите, дизайн продуманный, вы полностью перекрыть поток воздуха не сможете. Есть скос сверху, есть дополнительное отверстие здесь. Полностью она функциональна, и за 1,5 года ничего не изменилось. Вторая насадка, это насадка больше мебельная, но мне иногда удобно, например, с пола тоже что-то быстро убрать. Она имеет два положения, со щеточкой, и убираем щеточку. Здесь вот такую вот еще одну маленькую поставили жесткую щетку. Это, скорее всего, когда убираете что-то, например, в салоне автомобиля, цепляет волосы. Кстати, удобно убирать еще этим пылесосом автомобиль. Лучший вариант, наверное, для автомобиля, потому что мощность практически как у обычного пылесоса. Также у него есть основной инструмент, это турбощетка. Как она работает, сейчас я продемонстрирую. Вы видите, он полностью забитый. Это сделано специально, чтобы показать процесс чистки. Подключаем турбощетку. Включаем. Как вы видите, вращается барабан, он подтягивает мусор. Ну, естественно, если есть длинный волос, он тоже его наматывает. И с этим могут возникнуть небольшие проблемы по чистке. Сейчас все это дело покажу. Также есть турбоскорость. Ну, вот он с такой бешеной скоростью вращается. Ковра нету, без ковра для уборки данного пылесоса хватает с головой. Ну, естественно, конечно, это все дело подключается через вот такую вот трубу. Вот. И, в общем-то, процесс уборки идет как обычным пылесосом. Хватает его где-то на 17-20 минут. То есть этого вполне достаточно, чтобы убрать вашу квартиру. Итак, начнем, наверное, с турбощетки, потому что ее, к сожалению, придется вам чистить. В таком она состоянии на обзор попала. Самые простые действия по чистке, которые вы можете сделать, вы сможете ее частично разобрать с помощью монетки. Откручиваете вот этот вот переходничок и снимаете вот эту вот деталь. Не до конца. Как вы видите, если попадается какая-то немножечко или влажная, или еще какая жирная грязь, она, в общем-то, прилипает к этому элементу. Но если мы заглянем внутрь, вы видите, что здесь вот очень много всего набито. Это можно ватным спонжиком отсюда убрать. Если только здесь вот вы увидели грязь, ее, конечно же, надо открывать и убирать спонжиком. Для того, чтобы вытащить вот этот ротор турбощетки, точно так, монеточкой делаем поворот и вытаскиваем. Это специально была проведена не одна уборка, поэтому, как вы видите, насобиралось довольно много волоса. И степень износа, кстати, волосков, наверное, уже будет видно. Вот частично, особенно черные, немножечко поизносились, то ли из-за того, что волос намотался, их, видите, немножечко скосило. Но это все ерунда, а хуже то, что на мотор, который вращает
попали волосы. И они как бы попали внутрь, откуда их, в общем-то, без разбора данной турбощетки вытащить не получится. Вот так это все дело выглядит. На процесс уборки это как бы негативно пока никак не сказывается, но со временем, конечно, это все будет хуже всасывания. Что нам нужно сделать? Разобрать вот этот узел и каким-то образом попытаться разобрать вот этот узел, чтобы мы добрались к вот этому элементу, который вращает основную часть турбощетки, которая и собирает пыль с пола. Вот, отсюда надо убрать волос. Все это дело хотелось бы тоже промыть. Со временем не будет выглядеть у вас идеально данная деталь пылесоса. То есть она получает очень много мелких царапинок. Приступим к разборке. Перед разборкой обязательно вот эту всю грязь мы сейчас вычистим. Разбираю я все это дело первый раз, поэтому если у меня получится, то посмотрев видео, у вас получится 100%. Я думаю, стоит это все дело начать с разбора вот этих вот узлов. Все винтики здесь абсолютно одинаковые, скорее всего, я надеюсь. Хотя внутри есть и звездочки. Так что, если перед тем, как разбирать, просмотрите, есть ли у вас все варианты отверток для разборки данного девайса. Почему не сделать все это универсальным, я не понимаю. Вот здесь вот, конечно, мне немножечко не нравится. Все это можно было сделать из крестовых винтиков. Не вижу смысла, зачем стоило все это дело усложнять. Кажется, процесс разборки немножечко стал ясен. Выкручиваете отсюда этот винт, выкручиваете этот винт. С обратной стороны также выкручиваете винт. И для того, чтобы разобрать, нужно полностью, видите, уже труба рассоединяется, отвести вниз, вот так вот согнуть данную трубу. И вот все это будет держаться на вот этих боковых вот таких вот защелках. Они довольно-таки мягкие. Вот мы сейчас от них освобождаемся. Это все дело вот так вот легко снимается. И до такого состояния мы без проблем можем это все дело снять, не нарушая, скажем так, контактов. Чистить, я думаю, придется вот в таком состоянии. Вы сняли, трубу прочистили и собрали назад. Чистим и собираем в обратном порядке этот узел. Этого рассоединения вполне мне хватило для того, чтобы полностью прочистить данные трубы от грязи. Кстати, материал, из которого выполнены эти трубы, не очень сильно притягивает грязь, то есть легко она очищается, но сама по себе она оттуда выходить не хочет. Перед тем, как прикручивать, убедитесь, что труба вот может стать в таком состоянии. Иначе вот я начал прикручивать, ничего не получалось. Вот так вот поставили, и далее все пойдет, я думаю, как по маслу. Ставим вот эту вот герметизирующую деталь на свое место. Так, функциональность щетки восстановлена. Теперь попробуем добраться, собственно, к мотору. И здесь пыль забилась, поэтому надо и это дело все откручивать, и отсюда также эту пыль убирать. Полезно еще видео снимать, знаете для чего? Для того, что если вдруг вы разобрали и назад собрать не можете, то если у вас есть видео, вы, по крайней мере, можете посмотреть порядок действий и все в обратном порядке повторить. Для того, чтобы снять крышку, никаких секретов здесь как бы нет. После того, как мы открутили все винты, главное не забываем открутить все, а их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, скажем, с вот этой стороны начиная, просто вверх начинаем его приподнимать, и она аккуратненько, аккуратненько, вот так вот. Оп, и снимается. После этого мы сможем снять вот этот вот прозрачный защитный кожух. Если я вам ближе покажу, вы увидите, что здесь по контуру, видите, есть вот такая вот резиновая проставочка, которая не дает попадать пыли внутрь. Грязь все равно, как вы видите, попадает. Желательно раз в год, конечно, это все дело почистить. Возле мотора
практически нет пыли. Да, есть, конечно, пыль, в любом случае она здесь собирается, потому что никуда от пыли не денешься. Критического пока ничего не вижу, хотя вот если ее будет много, это как бы чревато, потому что в моторе есть вот такие вот отверстия, на них ни сеточек, как вы видите, ничего нету, и если сюда много грязи набьется, то как бы моторчику придет конец, при том, что вы видите, здесь конструкция довольно простая, просто идет моторчик, приводит в движение турбощетку, ну видите, стандартная ременная передача идет, вот этот нас элемент интересует, видите, сюда волос намотался, это практически со всеми случается, если волосы есть, они все равно когда-нибудь сюда намотают. Чистить тоже это все дело надо, хоть раз разбирать, видите, все равно по кругу пыль так прилично набивается и внутрь трубы. Для того, чтобы снять вот эту часть и вытащить изнутри волос, нужно внутри открутить один винт. Мы его открутим и попробуем аккуратно вытащить вот эту вот часть. После чего у нас будет доступ к подшипнику и мы легко сможем снять волос. Для того, чтобы снять вот эту вот деталь, пытался поддеть, она не поддевается. Ну, так как вы все равно немножечко бортик закосячите, просто возле одного бортика по очереди вот так вот прокручиваете по чуть-чуть и снизу поддавливаете отверточкой. Вот так вот буквально раз 5-6 вы поддавливаете, ну фактически по всей окружности. И после этого он довольно-таки легко снимается. Вручную просто выдернуть, к сожалению, это все не получится. Намоталось порядком волоса. Подшипник здесь идет полностью закрытый. Дальше нам смысла разбирать нету. Нужно поубирать по периметру всю пыль, убрать пыль из трубы. Это все дело почистить и в обратном порядке после этого соберем и перейдем к разборке и чистке, собственно, самого пылесоса. Хватает 5 минут для того, чтобы полностью почистить все части турбощетки. Будьте внимательны с вот этой вот резиночкой. Она очень не любит горячую воду. Я все это дело промыл горячей водой, и она почему-то в одном месте стала короче. Если сборку производите правильно, то есть никаких лишних движений, аккуратно соединяйте детали, это все дело даже доставляет некое удовольствие. Если начинаете спешить и как бы путаетесь, конечно, это все дело растянется намного дольше, поэтому спокойно, по очереди как разобрали, в обратном порядке собираем, ставим детали назад, скручиваем. И, конечно же, не забываем вот эту вот деталь поставить в обратном направлении. Далее устанавливаем саму щетку. Фиксируется все это с помощью монетки. Закрываем полностью. Также монеткой фиксируем. На всякий случай проверить не помешает. Наш комбайн работает. Для полной наглядности покажу весь процесс. Лучше всего это делать, на мой взгляд, или на улице, или над унитазом. Вот можно и над водой это все сделать. То есть идеально, как показывает, конечно, в рекламе, все не выпадет само. Это надо будет все смыть в унитаз. Вот. Для начала мы выбрасываем мусор. Потом нажимаем клавишу, отщелкиваем. А его тоже иногда следует немножечко помыть. Уже я вижу много пыли, которая никуда не убирается. И вот если вот так вот сделать, вы, наверное, видите, оттуда высыпается сухая пыль. И все это дело тоже надо почистить. Сейчас я немножечко сверху оботру и покажу, как это все дело снять. Кстати, вот тут у меня еще вот такой сомнительный момент по поводу уплотнителя. Вот здесь вот всегда по уплотнителям немножечко набивается пыль. Вроде бы наружу она не попадает, но слабовато вот здесь, на мой взгляд, сделано уплотнение. Для того, чтобы приступить к снятию фильтра, желательно снять вот этот вот аккумулятор. Делается это просто. Сначала мы откручиваем один саморез здесь, второй саморез вот здесь. Мы их открутили, и после этого
абсолютно элементарно вытаскивается вниз. И вот такая вот получается у нас батарейная часть. Для того, чтобы почистить фильтр данного циклона, надо разъединить его с мотором. Вот здесь вот находится мотор, и для того, чтобы его снять, проще будет показать уже на снятом. Вот эти вот две дужки, их просто нужно по очереди одну подогнуть, немножечко разжимая в разные стороны циклон и мотор, а потом вторую, и он легко снимается. Он просто буквально вот вы по очереди их отгинаете, и немножечко вот так вот разъединяете. Потом он просто клац и расщелкивается. То есть ничего сложного нету. Далее вот этот вот верхний кожух снимаете. Для того, чтобы его снять, вот здесь вот есть специальная прорезь. Отсюда начинаете отщелкивать, либо с другого любого места его просто придавите и отверточкой по кругу отщелкиваете. Он после этого легко снимается. Я уже часть мусора отсюда убрал. Для того, чтобы снять и вот эту вот часть помыть, здесь 5 торксов, точно таких же, как мы видели в турбощетке. Мы их сейчас открутим и все это дело промоем. После того, как вы открутили 5 торксов, вот так вот это все дело выглядит. Не все так печально, все можно довольно-таки быстро очистить. Кстати, здесь еще есть фильтр вот сверху один, который тоже можно помыть, но он у меня чистый, и смысла его промывать я как бы не вижу. Довольно-таки интересная структура. Можно еще дальше его разбирать, если, конечно, есть желание полностью разобраться в этой системе. Но мне пока это все дело видится бесполезным. Я думаю, вот это вот помою, соберу в обратном порядке, и еще на год этого всего дела хватит. Вот таким вот образом выглядит в разобранном состоянии пылесос. Собственно, вот система циклон и электромотор, который все это дело приводит в действие. Что могу сказать? В принципе, если второй раз будете разбирать, а не первый, это займет, наверное, час. Если это будете делать первый раз, это займет у вас где-то около 3 часов. Мне так кажется, потому что у меня так оно в общем и целом. Посчитать, сколько я назад буду это все дело собирать. Чистка турбощетки и чистка основного блока около 3 часов. Пыли там много, поэтому на чистую работу здесь не надейтесь. Из интересного, конечно, небольшой такой вентилятор в виде турбины сделан. Работает он очень быстро. Вот сейчас я подключу аккумулятор. Без нагрузки сзади выдает просто зверскую струю воздуха, и это на 3-й мощности. То есть мотор здесь действительно быстрый, и, не знаю, можно даже небольшой реактивный самолетик из него сделать. За конструкцию в фирме Dyson я бы поставил, наверное, даже из 10 9 баллов. Разбирается все довольно легко, и также назад все довольно легко собирается. Дальше, если есть желание и лишний час, а то и больше времени, это все можно разобрать, помыть, высушить, собрать. Проблем с этим не будет, потому что здесь вот все винты видны. То есть там еще буквально 5-6 саморезика выкрутить, это все разобрать. На такие извращенства, скажем так, не буду идти. Это все дело раз в год, конечно, желательно делать, потому что пыли набивается много. Это при условии, что вы используете вместо обычного пылесоса. Если вы используете в помощь к обычному, то года 3 это вообще можно сюда и не лезть. Далее мы протестируем мощность всасывания для тех, кто сомневается, нужен ли ему такой пылесос или не нужен. И, в общем-то, основные нюансы по пылесосу рассмотрим. Это будет, можно сказать, первая серия, следующая, а это вот уже вторая, к чему, в общем-то, приводит пользование данным агрегатом. Вот, собственно, и все. Дальнейшая сборка не составит труда. Это вот простые действия по защелкиванию вот этой вот корзинки. Все. Он собран. То есть проблема разборки, сборки, в принципе, если это уже не первый раз, тут вообще стоять не будет. Кому был данный обзор, разбор, сбор и чистка данного пылесоса Dyson Digital Slim полезно, не забываем, подписываемся на канал.